Так, допустим. Мгм. Допустим, непонятно, почему у меня слетели все настройки звука после обновы. Вопрос охренеть какой хороший. Так, где звук? Куда звук пропал? Мгм. А звук он вот он. Так, через 5 минут начала, по идее. Там что-то, короче, пока сидел, вот это все дело смотрел насчет трансляции, там что-то кто-то говорил, откуда-то какой-то слив залетел о том, то, что якобы, возможно, релиз был протокола 3 апреля, но что-то как-то, ну, пруфов никаких не последовало вроде как, то, что может быть просто вброс. Ну, типа, я не верю. С другой стороны, ну, это имеет место быть. Потому что проблема, ну, сугубо серверная, по сути, какая-то у них. То есть никаких критических багов геймплейных не должно быть. То есть те люди, которые занимались именно какими-то теми ошибками, ну, связанными с сервером, по идее, это не должно никак повлиять особо. Те люди, которые занимались другими вещами, они, по идее, делали все дальше, как и должно быть. Ну, кстати, возможно, то, что в апреле где-нибудь все-таки релиз будет, хрен его знает. Так, ну что там, походу, уже совсем чуть-чуть ждать осталось. Охереть там чат, конечно, японский прям настроен. Так, надо послушать, что говорят хотя бы на этой трансляции. Трансляция, если что, англоязычная, так что буду худо-бедно как-то пытаться объяснить, что он там пытается сказать. Знания английского у меня, конечно, охренеть какие слабые, но что-то я разобрать точно смогу. Надо погромче сделать только его, чтобы я его слышал громче, чем себя. Ну просто-напросто, если японская трансляция не вывез бы что-то пытаться понять, что они там объясняют. Жалко, конечно, что нет ни одного у меня человека, знающего английский язык на свободном уровне. Amazon is the publisher for... Желающего еще и был протокол при этом играть. Quite a few areas. Japan's publisher is Bandai Namco. And Korea had a different publisher and like... Вот, а между тем, то есть если кто-то, когда будет смотреть запись по поводу Steam-версии, то есть я поиграл в Lost Ark, когда играешь в игры, такую, которые Amazon так или иначе крышует, то ну, узнаешь о политике компании более-менее. В общем, Blue Protocol, да, будет тоже от Amazon выходить, и Amazon очень неравнодушный к тому, то, что кто-то пытается обойти ограничения региональные. Вполне вероятно того, то, что даже если вы пойдете на сервера Амазона, ну, карающий молот правосудия Амазона может вас настичь. То есть играть на амазоновских серверах вообще ни хрена не безопасно. В Lost Ark, потому что я сидел в чатах, то есть чел сидит, говорит, попытался поиграть на европейских серверах с аккаунтом стимовским, ну, со смененным регионом, с VPN, один хрен прилетел бан. Ну, на одну учетку именно. То есть бан только на учетку прилетел. Он смог зайти в другую учетку свою. Но какой в этом смысл, если аккаунт уже все? Ну, в перманенте просто. Так что хрен его знает, как играть на амазонских серверах был протокол. В Lost Ark банят Amazon. Как был в протоколе будет, не знаю.
Надо надеяться на какую-нибудь Индонезию, наверное. Хрен его знает. Пиратки. Ну или терпеть на японском. Earliest time Western release? What are they saying? Second half of this year was what they had put on the site. Whatever second half means. Вообще, что-то народ так. Типа, кто-то вкинул, конечно, дату насчет апрельского релиза, но так вообще что-то народ думает. Где-то июль-август скорее. То есть, если из-за этой ошибки будет перенос, то он будет на лето. Если из-за ошибки не будет переноса, то, ну, скорее всего, реально апрель. Конец апреля. У них же был план, которого они придерживались. По сути, у них только серверная часть полетела. Если серверную часть поднять, и все остальное работает нормально, то, ну, в принципе, ничего и особо серьезного не случилось, выходит. Так, сейчас начнется. Да, прямо сейчас. Громкость подкручиваем, слушаем. Right. This is just like the same thing that they always do at the beginning of the streams, have like their little intro video. Volume. I can turn it up a little bit, but Так, в трейлере, в принципе, ничего probably talking нового. over some parts. Ну, наверное, следующий новый трейлер уже к релизу будет. Сейчас, в принципе, давно не нужен. I'll adjust a little bit. Было бы, конечно, неплохо, если бы на этом стриме дату теста хотя бы сказали, но если правильно помню, они вроде в середине марта еще хотели сделать. Анонс. Именно анонс бета-теста. Keep it around there, maybe. Yeah. I'm gonna kind of keep it on the lower end. Yeah, the music is good. Конечно, музыка хорошая. See if they're looking happier today. Last time they looked. Так, поехали. A little bit better. At least they're laughing this time. All right. So we have Shimoka, Suzuki, and Fukuzaki. Мука, Сузуки, Фузаки. BTS слева направо. So they're in their meeting room again. So if they're saying if there's like problems with like the sounds and whatnot, they're still working things out. So. Так, пока ничего важного. Yeah, so if there's any problems, just think that like something happened and they'll work it out. はい、皆さんこんばんは、バンダイナムコスタジオブループロトコル開発統括ディレクターの福崎です。よろしくお願いします。Fukuzaki, the development director. こう部屋がさ、このライトの当たり方とかがさ、ちょっと難しいじゃない。お部屋だから。だから、テンションが正直テンション感難しい。Because it's like the meeting room because of like the lighting and the differences between like a normal studio. It's kind of difficult to decide how one should feel in it. Ну, типа говорят то, что не в привычной студии у них сейчас идет эта трансляция. Обстановка типа другая. So it's gonna be another short developer stream since it's more focused on singular point.
Короткий стрим будет, и ведется он из офиса, типа. So after the 6.1 stream, they looked at a lot of the stuff posted online on SNS and whatnot. По длине, как прошлый примерно будет. Thankful for everyone's Прошлый стрим где-то минут 20 был вроде. Все, поклонились и начали рассказывать, что сейчас будет. Угу. So, two main things today. So the progress of their bug fix, and they're going to be introducing the benchmarked software. Продвижение есть типа в решении проблем. ネットワークテストの時期間めどと2月末に進捗状況についてお知らせをさせていただくとお伝えをさせていただいております。またベンチマークソフトの公開を進めるというお話もさせていただきましたので、この2点についてお話をさせていただければと思っております。 So the bug fix and the benchmark software are the two main things we're talking about today. So first up is about their progress with the bug fix. はい、それでは、進捗について。 Ну, достигли прогресса в том, что баги какие-то пофиксили. ですね、3月下旬のネットワークテストに向けて、前回、放送でПока без конкретики. を、行っております。で、ちょっといろいろトラブルはあったりはするんですけども、それらのトラブルも解消しながら、今のところはオンスケジュールで進んでおります。Alright, so they talked about their plans to how they fix the bug in the last broadcast, and they've been moving forward with that for their end of March network test. That's their plan, to have the network test in the March. And currently there was some problems here and there with fixing the bug, but overall everything is on progress. So they're on progress with the bug fix. Ну, говорят то, что устранение проблем идет по плану, и то, что в конце марта, ну, как и ожидается, будет сетевой тест, по идее. And they are done for the main part with the fixes that they had talked about. Закончили с основной частью устранения багов. Думаю, можно расценить как то. Along with the fix, other bugs also appeared, so they're fixing those other bugs that appeared with the fix. But it looks like they should be fine. Говорят, устраняют всякие различные дополнительные ошибки, но говорят, по идее, все нормально уже. And once those remaining bugs get fixed, they're going to do some in-company testing of the game. Там о том же, грубо говоря. 状況をお伝えいただきました。ネットワークテストのですね、日付について皆さんもお待ちかねというところだと思うんですけれども、as for the network test date, 日付という言葉もいただきまして、3月下旬のめどから変更はございません。ただですね、 so they have no change from their date at the end of March. They're planning to do the network test. 不具合の修正進捗引き続き Все мартовские планы без изменений останутся 社内のですね по поводу теста. やらせていただきたいと思っておりますので、本当にね、2月の月末って言ったけど、2月28日かよという気持ちは。А, по-быстрому, если кто-то смотрит фидбэк по звуку, можете дать? So as for this broadcast, because they were doing fixes for the bug and also, preparing for the network test and doing testing inside your company, they're saying that this broadcast is going to be end of February, and at the last day of February they're having their broadcast here. So they're like, well, I know some people might have been a little taken back by it being the very last day of February, but Ну, типа у них идет внутри компании идет подготовка к тесту. Потому... なので、小数点放送ではなく、決まり次第ご報告ということで、3月の中旬ぐらい、上旬に近い方の、ところでですね、決定次第公式サイトおよび、公式ツイッター等で改めて日付については最速での発表させていただきたいと。So as for the dates of the network test, currently they're just saying end of March, but they should have more detailed explanation on their site sometime at the beginning of March is what their plans to have. They're going to post information on their site. 決まり次第発表させていただきます。その点についてはご理解をいただけましたら幸いです。ということで、
Это, в принципе, про одно и то же говорят, то есть то, что все будет в марте, все нормально, во все сроки укладывается, информация о тесте будет на самом сайте. Alright, the benchmark software. Так, это что такое? Looks good. Системки, что ли, другие какие-то? А, бенчмарк. One right А, here. это So, максималки, типа, или character что это? creation button right there, and then there's a start button for the benchmark software. So I А, guess character это creation ланчер, confirmed. что ли? ベンチマークソフトはご利用のパソコンでブループロトコルをどの程度プレイできるのか、画面の解像度や画質設定を行ってその設定でどのくらい、快適にプレイができるのかの目安を、確認いただけるソフトウェア。 So he's explaining what a benchmark software is. So you can run the software on your computer to see how well you'll be able to run the game. となっております。で、ベンチマークソフトで主に Ну, короче, да, вот снизу написано про... 当然ベンチマーク Было написано про So this is системки, what you'll для, be чтобы able to играть на do with the максималках. benchmark software. So we have the benchmark software. What is this? You can run the benchmark software and you'll get report results, and you'll be able to post that on SNS. So I guess maybe like Twitter or something like that. And then there's a character creation. You can make up to what, 24 different characters. And you can change your character. You'll be able to export the character's appearance. There's going to be clothing change options. So, but you won't be able to export, I guess, clothing changes. You'll be able to appear in the benchmark demo. Будет демка, типа, на настройках уровня бенчмарка. Ну, грубо говоря, там, типа, с красивыми настройками, все дела. 24 персонажа максимум можно создать на аккаунте. Скорее всего, с расширениями слотов. Yeah, you'll be able to make a lot of characters and try out. Looks like there's going to be different clothing options to try out as well, and you'll be able to put them all together to. Ну, маленькая кастомизация, видимо, покажут. Take maybe like screenshots together. Looks like. And since there's an export option, I'm assuming that maybe you'll be able to export it for the final game as well. Let's listen to what he has to say. 結果レポートの表示、SNS への結果の投稿、またキャラクタークリエイトを行っていただくことができます。で、このキャラクタークリエイトされた外見をエクスポートして、ブループロトコル本編、この本編というのは、今後のネットワークテストや正式サービス時をちょっと、包括して本編と。Просто вот на секунду хочу вернуться. Что там про этот настройки для запуска на максимальных настройках? Короче, 10-я винда, i7 9700 процессор нужен и 360 Ti. Ну, типа, короче, при этом сетапе, ну, по идее, эта игра должна, ну, полететь прям хорошечно. That you'll be able. All right, so for the export in your character's appearance, I think he said that you'll be able to use it for both the network test and also the game's final release. So you'll be able to prepare characters beforehand for those, which is going to be nice. So, all right, so for the export in your character's appearance, I think he said that you'll be able to use it for both the network test and also the game's final release. So you'll be able to prepare characters beforehand for those, which is going to be nice. So I'm assuming that the benchmark software then is going to be coming out before the network test then, which would be, you know, into March. So maybe this will be coming out pretty soon then, maybe in a couple of weeks. That'd be nice. Что-то как-то слабовато понял. Date officially said yet, though. Если я правильно понял, то типа у них там идет оптимизация этого. Оптимизация самой игры. Про бенчмарк софтвер говорят, ну, типа, в плане оптимизации игры самой, видимо. ベンチマーク上で、作ったキャラクターを、さらに詳細に見たい人のためにキャラクターのビューアーとか、パーティーのビューアーなども、機能として設けさせていただいております。はい。というところで、ベンチマークソフトではですね、本編に使えるキャラクターの外見、キャラクター、release. ません。Что там? So you'll be able to make a character's appearance for the game's final release, but you will not be able to decide on a name yet. So I guess the naming you'll have to do later when the game releases.
You're not able to choose. Еще раз. So you'll be able to make a character's appearance for the game's final release, but you will not be able to decide on a name yet. So I guess the naming you'll have to do later when the game releases. Что-то странное. Типа, можно будет создать персонажа, но типа при создании, видимо. Но создание, ну, занимать никнеймы нельзя будет. Можно будет, видимо, предсоздать внешку, но нельзя будет занять ники. Что-то вроде того, если я правильно понял. Так, сейчас что он? And you're not able to choose classes yet with the character creator. That is not a part of it. So I guess you choose the class also in the game's final release when making a character. Как хорошо, что потом в тексте все можно будет просто выложить. They said that Потому что я на слух английский очень плохо воспринимаю. Benchmark software will appear in I think the benchmark soft demo video, and you're not able to choose a class in the benchmark software, so it's going to be all set to, I think, Aegis Fighter is what all the classes, well, all the characters you make will be in the videos. Was it the English version Blade Warden? Was it? I don't remember all the names. I think it's Blade Warden. Пока ничего жду. It's going to show it off. Пока как-то странно, типа, они говорят про бенчмарки, ну, типа, про все, что связано с оптимизацией и с железом, но, типа, маленько не для того же пришли сюда. Okay, so they're going to show part of the benchmark software. They're going to show the beginning of the benchmark demo, and then the final result screen of it as well. Бенчмарк демо какой-то будет, типа, затестить эти графоуни, что ли? Что-то около того. Ну вот, демка бенчмарков. Типа, с графоуни на максимум. При сетапе 360 Ti, 7-9700 процессор. 8-гиговая TI, 12 Direct. FPS в правом нижнем углу. Но это, опять же, в катсцене, на пустой локации. А что там в городе сейчас будет? Не, ну слушай, в городе они прям подтянули оптимизацию, потому что просадки лютейшие были. Хотя, опять же, это же, скорее всего... это пререндерная хрень. This is kind of like Я a сначала... compilation video, so the actual length is a lot longer. And this is like the final result. Скорость загрузки 28 секунд. При таком сетапе. DirectX 12 Score. Это что такое DirectX 12 Score? Не знаю. Типа нормально сделали? Ну, город был очень плохо оптимизирован. Очень сильно лагало в городе. Просадки дикие были. Ну, видимо, подтянули. Но оптимизация, кстати, это очень важная вещь, потому что очень много народу сомневалось по поводу того, что игра будет нормально работать. Видимо, волноваться особо не придется. По сути, сетап, не шибко-то и дорогой был. It said because of their current environment in a meeting room, they're not able to have the sound captured along with the benchmark software that they're going to be showing off here. So if they capture the sound, then they have to turn off their noise canceling feature on their mics, and then a bunch of white noise comes in. So they're saying that. So they're going to keep the noise canceling on. So there'll be
ベンチマーク実際には音ちゃんと流れますので。 So in the benchmark software, there normally is sound, but it's just because of their kind of broadcasting situation currently. Что-то со звуком у них там что-то. Так, что это? Выбор персонажа, да, у нас? So you can make a new character. What do we have here? This is like make a new one. And we have the party viewer, character select. These are just, I guess, names that they put on it. Blue protocol 2, 3, 4, 5, 6. I think you can probably just name it whatever. And this is not the final character name, though. It's just like, I think, names you put on the characters. Ну, типа, Saving it in то, the что software. персонажи, вот они стоят, и их никнеймы. And then there's like, Э, what was it? Как улит окно создания персонажей, грубо говоря. Feature as well. So maybe you can take a photo of the character, or is that maybe the character viewer? Что возможно сделать фотографию персонажа можно будет. Ну и вот страницы идут. You can make up to 24 different characters. So that should maybe make quite a few 24, characters. 24 персонажа можно будет сделать. Making a new character here. So maybe we can see Но what the создание character персонажа looks like покажут, нормас. as well. Что-нибудь нового накидали, интересно. So this does not include the beauty salon features. So this is just the same as if you were to make a new character when starting the game. So I guess like additional hairstyles and whatnot are probably not included in this. 全く同じものが入っているという形となっております。で、キャラクタークリエイトについては、これまでの放送などでも何回かご紹介してきていると思いますので、ここはサクッといっちゃおうと思っております。はい。 So we're just going to kind of be skipping through this since we've kind of seen character creation a few times so far. なんですが、先ほどお話しした通り、クラスの選択とキャラクター名称をつけるということは Честки никогда, вроде бы особо больше и не стало. You're normally able to make was it selection for the character class and name in the final version of the game, but this is not included in the benchmark software. で、衣装も初期衣装は、本編に引き継げるので、ここで設定した初期の衣装は、本編にそのまま再 And as I said before, the clothing that you set here is not carried over. You only can use like the base clothing in the final version of the game, but you're able to choose different clothing in this benchmark software. となっております。はい。でもここで名前を付けますが、キャラクターの外見名という So it's the character's appearance, Ну-ка, бенчмарк софтвер, подожди. name. はい。もうちょっと性癖を出したけど。なんかやりますか？すごいサクッとっていう話を言ってると思います。はい。 So just Blue Protocol 1. I guess you can just name it whatever you want, really. Персонажа, ну, протокол 1 назвал. Там предыдущие персонажи тоже у него были. Был протокол 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот эти вот. ここで、ベンチマークのデモに登場させるには、 So what do we have here? So you can delete the character, you can edit the character, you can change the clothing. There's a character viewer, there's the benchmark Еще settings. раз. Можно удалить персонажа. Что еще можно сделать с ним? ここで、ベンチマークのデモに登場させるには、 So what do we have here? So you can delete the character, you can Удалить. edit the character, you can change the clothing here. So you can delete the character, you can edit the character, you can change the clothing. Удалить There's the character персонажа. viewer, there's the Добавить benchmark персонажа. settings, И изменить его character export шмотки можно. option. このベンチマークに設定というものを押していただくと、登場させますかというところでキャスティングという形でこのキャラが登場します。なので複数体作っていただいた後、このキャラ登場させたいなみたいな時は、これで設定をしていただければと思っています。また作ったキャラはね、編集もできますし、ベンチのデモ用となります So those are the clothing changes. 変えること Смена шмоток. So I guess they have clothing sets kind of prepared. まあこんな感じですね。はい。 But you're not able to do full clothing キャラクター like choices, but と書かれていますが、これを押していただくと、このキャラクターをエクスポートしますかというところで、このキャラクターの外見データを本編で it's kind of nice though. You can export the character's このままの appearance for the final game. キャラクタークリエイトに再現をされますので、そこからさらに編集とかも可能ですし、そのまま使っていただくことも可能と。 Yeah, I'm sure everyone's gonna be using this benchmark. Короче, если character правильно creation понял, software once it comes out. то, короче, у них будет какая-то дополнительная, так сказать, проводиться
Ладно, сейчас там дослушать, что говорят. 見えるようにちょっと画面を作りましたよという機能でございます。 I need to do some poses or like gestures. ジェスチャーもある。 Короче, если я правильно понял, они хотят выпустить какой-то типа отдельный клиент для создания персонажей, чтобы вот это вот всякое потестировать. Там, потому что люди в комментариях говорят, надеюсь, это будет доступно для, допустим, Индонезии той же самой. В Индонезии был протокол, в Амазоне недоступен. So this is a character creation. Создание персонажа, анимации можно будет всякие потестить, как они на персонажи будут выглядеть. Просто от души полазить в этом. I would expect that the English version, the Amazon version, would have something similar, releasing at a later date. ちょっと顔こっちに、あ、そうそうそう。そうそうそう。で、いろいろポーズもジェスチャーできますよと。いやー、これは雰囲気つかめますね。 Про бенчмарк, скорее всего, сейчас надо будет очень много после стрима And they're расписывать. able to take, looks like screenshots with like the photo button. Oh, and you can also just change the clothing as well here, and then take another screenshot. Скриншотом можно делать, менять погоду, менять освещение, всю дичь всякую. You can use it for your На просмотре photo icon персонажа. if you want. So we're going back to the previous screen. And it's a party viewer. Let's see what this is about. Бенчмарк для проверки японского серверного You're теста. able to go to a location and ask for leads. こんな写真が将来撮れると。あれ、何が揺れたんだろう。はい、まあロケーションとかですね、キャラクターのポーズはちょっと固定とさせていただいているんです。 Типа возможность есть выбрать фон, так сказать. Или что это такое? So there's like your Это созданные party that's персонажи, made которые у него только что были. И они It's a типа pretty fun feature. в городе стоят. あ、場所変えれんだ。 Oh, you can change their location or like a position. そうですね。はい、まあこれ当然今6キャラいる状態になってますけど、キャラがいない状態だとまあそのキャラクター分、あるという感じになります。猫かわいい。なので後ろ向いてるキャラが Завтра бенчмарк? Чего? You can kind of change around characters' positions as you like. 屈強なおじさんが猫ってなってる。 They're, I guess they're fixed positions, but you can change the order of the characters. 皆さんがいろんな外見のキャラクターを作っていただいたもので、まあ、ちょっとでもね、テストまでの期間とかに楽しんでいただければなと思っております。なるほど。はい。というところで、 Потому что завтра будет какой-то бенчмарк. Можно будет на нем создать персонажей, посмотреть, как они так или иначе выглядят в каких локациях, так сказать. Benchmark score is just, it's not like a final say in like. То есть можно будет, ну, полазить хорошечно в этом, в редакторе персонажей. Indicator of how well you should be able to run the game. いつぐらいからこれは。 So when will we get this? お約束をさせていただいたと思っておりますので、明日3月1日のお昼12時めどで、公開をさせていただきますが、スライド出ている。 So we should be able to get it tomorrow in the afternoon, which would mean 1日の that's Japan. お昼の10時ですね。 Japan March 1st in the afternoon. So in less than 24 hours, it should be coming out. ベンチマークソフトは公式サイトの、そのお知らせ内のリンクよりダウンロードしていただく形となっておりまして、ダウンロード時の容量は約 5.34 ぐらい。 3、4ぐらい。 Maybe was it like 5.3 gigabytes? また Maybe? そのお知らせの中にはですね、ベンチマークソフトの、ご利用方法とか、В течение завтрашнего дня можно будет бенчмарк это скачать. Или он уже доступен? Он будет завтра, то есть завтра можно в редакторе персонажей полазить. Эх, как плохо. Завтра занят я. はい。で、それがないとエラーが起動時に出ちゃったりするので、そういった場合の、にはどうすればいいかというのも、そのお知らせの中 Надо что-то придумать.
It's coming out really soon though, tomorrow. で、ベンチマークソフトの方ですけど、これはもう本当に当選とかね、今のところ。Yep, so March 1st, Japan, so that means less than 24 hours it should be coming out. 24 часа будет длиться бенчмарк. Не, я успею. Нормально. Well, thank you for the super chat, Z's. Appreciate it. あれですよね、ベンチマークの中に SNS への投稿ボタンがあるので、そっちは大丈夫ですし、あと、スクショを撮る、撮影するボタンもあるので、スクショ自体の多分公開とかは OK だと思うんですけど、はいデモシーン、映像の部分ってどういうルールでしたっけ？ですね、デモシーンについて、 Так, краем глаза надо на сайт посмотреть. 公式サイトでお知らせをしている著作物利用ガイドラインに準じる形のルールとなっていますので、そちらを、Pay to win game, by the way. Да, I'm talking about не особо-то, она вроде pay to win будет. Она будет, конечно. recording the contents of the benchmark software. Влиянием Just follow the guidelines they had на posted on their баланс. site previously. PC の計測を行っているデモシーンとか、作成していただいたキャラクターとかを、SNS へスクリーンショットを公開したり、配信上でご利用いただくことは全く問題。It said there's no problem to stream it or like post pictures online. そうですね、作りながら配信とか。 So you could do a stream of you making a character. That's no problem. でも全然問題ございません。ただですね、ちょっと画面お見せしましょうか。はい。はい。あ、じゃあ実際に。はい。ベンチマークを起動すると、このベンチマークランチャーみたいなのが立ち上がって、これ一回計測をかけた後の画面です。このパソコンだとスコアが8136で快適ですというような形なんですが、これスタートを押すと、先ほどキャスティングしたキャラクターのデモが流れるんですが、ここにループ再生というものがあると思います。で、このループ再生はですね、PC の計測をしないでデモシーンをずっと流すという。ああ、家電量販店でよく見るやつだ。はい。あれで言うと、Какие-то звуки громких So it looks японцев. like there's a loop feature for the demo, like benchmark demo scene. And if you put this on, I think it doesn't score your, it doesn't do the scoring for that has it listed here, like the DirectX score or whatever. It just keeps on replaying the demo video with your character without doing like the benchmark scoring. Короче, во время этого бенчмарка можно будет создать персонажа, пропустить его через демку графическую, внутриигровую. И после вот всей этой херни, типа, директный скор он тебе выдаст, насколько хорошо у тебя игра идет, видимо. かなと思いますので、皆さんの PC の計測をしていただいている上でデモシーンとかを、SNS とか、配信でご利用いただくのは問題ないんですが、Надо узнать, во сколько часов эта хрень будет доступна. ないよみたいな状態で、のものはちょっと、SNS などの SNS 動画配信はお控えいただければと。I guess they don't want people doing a stream of the actual like benchmark scoring process, because I guess if you're doing a stream while you're doing the benchmark like scoring or like the grading of your computer, it's going to get bogged down by the streaming software and things like that. So if you do the demo scene, just have like that loop version on, so it doesn't do the scoring along with it. Говорят, что не хотят, чтобы стримили во время бенчмарка, потому что она выдаст неверно директный скор из-за того, что OBS условно дополнительно нагружает систему. Ну и вот, он на созданном персонаже, да, типа запустил катсцену внутриигровую, чисто на игровом движке. Oh no, wait, I was opposite. I guess he said you should be able to, you should do the scoring version, so have the scoring on maybe while doing it, but don't have the scoring screen off when doing the video. Maybe they don't want people to confuse it as an actual release of the game or something like that. これをちょっとこのまま録画してちょっと上げられてしまうのはご遠慮いただければ。 All right, yeah. Единственное, непонятно, как она будет проводиться, нужен ли аккаунт вообще. This version of the video, so have the scoring on when you're uploading. So I guess they don't want to confuse it with like the actual game.
Update on when it's available. The benchmark software comes out tomorrow, so less than 24 hours. The network test is going to be end of March with more details coming out Завтра будет вот эта вот демка. within the next few weeks, I would suppose. В конце марта сетевой And тест they сам did будет. not say anything about the final release of the game yet. Насчет релиза ничего не сказали. では以上ですかね。はい、ベンチマークのご紹介となります。はい。はい。本日お伝えしたかった内容は以上となります。はい。ここで次回についてのご案内を少しさせていただければと思います。 Okay, as for the next 次回は stream, ですね、ブルプロ通信ネットワークテスト直前特別配信を実施させていただく予定となります。 all right, so they're going to do a stream right before the network test. これはまあ当然ネットワークテスト前に Так, черт, что? 進んでいただきます。番組ではですね、ネットワークテスト直前特別配信を実施させていただく予定となります。 All right, so they're going to do a stream right before the network test. これはまあ当然ネットテストでプレイ Contents. するコンテンツをまあ具体的にこういうコンテン So they're going to ツ talk about what types of contents and things are going to be in the network test というご紹介やクライアントのまあ事前 О контенте на тесте что-то говорят. and how to, I guess, set up the client for the network いただ test. ければなと思っております。なるほど。はい。前ね。ネットワークテネッストトワークテストの前にある程度いろいろもうちょっとはい話したいことを話まあおさせて時間ちょっといただいてしまった。で、まあ、ネットワークテスト前なのであんまりあれなんですけど、ネットワークテストが終わった後ですね、テストが終了した後に実施していく、引き続きの Ой, On Ethersoft. なるほど。はい。前ね。ネットワークテネットワークテストの前にある程度いろいろネットワークある程度いろいろもうちょっと To be in the network test, the contents, and getting ready for the network test. But it's going to talk about what's going to be in the network test, the contents, and getting ready for the network test. But then after that, as they had announced before, they have a roadmap for the game going forward. So after network test, they'll have a more in-depth live stream about the game going forward. So probably like the release and I guess post-release, what they plan to do and whatnot. ну типа после теста сетевого будет дата релиза и дорожная карта по развитию игры в дальнейшем. That's going to be one of their main numbered streams, so probably number 7. ロードマップだったりとか、そういうこともお話しさせていただければと思っております。テスト。 Ну и, собственно, походу все. はい。ということで、今日のところは、こんな感じですかね。はい。それでは So maybe can expect that April as the next like big stream お願いいたします。 and having a little smaller stream それでは皆さん、 pre-network test. さよなら。ありがとうございました。また明日お昼に遊んでください。 All right, but yeah, just starting with less than 24 hours, we're going to have the benchmark software with the character creator. Короче, если вкратце весь стрим, ну, все это на самом деле можно уместить, ну, заменить весь этот стрим на 3 минуты, грубо говоря, разложения нормальной информации, то, что работа по устранению багов идет нормально, завтра будет какой-то типа клиент для создания персонажа и проверки того, как у тебя игра работает, ну, грубо говоря, бенчмарк, да. Можно будет скачать их бенчмарк, создать персонажа. Этот персонаж проиграется в нескольких демках, его можно будет поставить в городах маленько потусить, можно будет создать 24 персонажа, и все эти персонажи, как я понял, будут, ну, допустим, в сценах городских, то есть на смене фона вот этой все твои персонажи будут стоять на ней. То есть насколько сильно у тебя игра загрузится, того, что 24 персонажа у тебя находятся в окне, ну, вернее, в обзоре камеры. Вот, что там еще Software говорят. that has the character creator. So this stuff right here. So you can run a benchmark software on a computer to get like a score of how well your computer will be able to run the game. Also, you're able to make up to 24 different characters. Короче, да, грубо говоря, все об этом. И то, что после сетевого теста уже будет конкретика про релиз и о том, как игра будет дальше развиваться. Those characters for the final game, but this is По идее, все это, вся информация. Типа над багами работа ведет все нормально. Тесты без смещений. Завтра будет доступно скачивание вот этого бенчмарка. Надо будет просто отдельный видосик сделать на минуту на 2-3.
по поводу того, что на этом стриме сказали. Ну, потому что реально информации мало, ее что-то слишком долго мусорили. Я просто сидел такой, ну да, вот оно, вот оно создание персонажа. Вот оно опять создание персонажа. Что там? Несколько раз отметили то, что да, в конце марта будет. Блин, тавтология, конечно, воды налили неплохо. Все, что работало, работает. Все, что чинилось, починено. И еще чинится всякое другое. Работают над долбанной этой оптимизацией. Ну, по идее, вот все, что этот стримы как бы и сказали за все это время. Так, вот да, он сайт открыл, у меня тоже уже ссылка включена, вкладка. Что вообще говорят? Ну, откройся ты, господи. На сайте что-нибудь появилось? Дискорд мне пока... Benchmark софтвер будет доступен 28 февраля в 17:00 по МСК выходит. Если я правильно понял. Так, это у меня какое время отображает? На официальном японском сайте тебе не нужно. Не нужно быть принятым на network тест. Подожди, сейчас надо. Походу, не обязательно быть даже зареганным. Слушай, если это так, то это неплохо. Будет доступно на официальном японском сайте. Вам не нужно быть допущенным к сетевому тесту или даже иметь учетную запись, чтобы использовать эталонное программное обеспечение. Вы можете проверить производительность игры на своем ПК с помощью демо-сцены, использовать средства создания персонажей и делать скриншоты с участием до 6 ваших персонажей. 6 персонажей, но 24 слота можно создать. Делитесь снимками экрана или транслируйте создание персонажа. Это нормально. Не стесняйтесь делиться своими результатами тестов в результате тестов. Короче, завтра делаем персонажей всех, которых можем. Это хреновина, потому что будет... Сколько она будет доступна? О, сайт обновился, да? Нет, это старое. Короче, завтра они это все выложат. Ну, слушай, звучит неплохо. Надо даже, типа, те, кто ждали хоть как-то игру потрогать, типа, теперь всем доступно. То есть игру могут абсолютно все сейчас в какой-то степени проверить, хотя бы как она работает. Нормальная тема. Так, ну, наверное, все. Я сейчас пойду это все дело в текстовом виде оформлять. Если что, там в ВК заходите, если кто-то досмотрел до конца. Вот, и если я где-то ошибался, ну, поправьте в комментариях, пожалуйста. Ну, пожалуйста, поправьте в комментариях. Все. Спасибо за внимание, кто тут был. Давайте, удачи.